Доброе утро. Сегодня 15-й день моего путешествия по реке Днестр. Я остановился вчера на замечательном острове. Днестр прогрелся, и вода как парное молоко. А еще утром видел бобра здесь. Снял на фото, успел. Буквально вот от берега в метре. Но он еще меня не заметил, немножко плыл, а потом нырнул резко. Хотел всегда попробовать, что такое спортивный интерес, спортивная рыбалка. Когда рыбу поймал, отпустил, поймал, отпустил. Думаю, здесь рыбы очень много. Если она не ушла, которая вчера стояла, есть такая возможность и шанс так порыбачить. Бросил 2-3 десятка раз. Даже ни одного удара не было. И такое чувство, что рыба здесь только вечером клюет. Но у меня рыба есть, а поэтому я сейчас разложу костер и буду делать рыбу, запекать в огне, в листьях ивовых. Вот достал свою рыбу из аквариума. Она, конечно, где-то ночью Богу душу дала. И буду готовить на костре. Здесь у меня где-то 1,5 килограмма рыбы. Ну, как рыбак скажу, 2 килограмма, хотя вряд ли 1,5. Итак, 2 хищные. Я решил головы не выбрасывать, у меня с них будет уха. А запечь, наверное, вот есть соблазн запечь ее всю. Вот, и потом ее в течение дня есть, чтобы не морочиться. А пока я все это посолю, приправой приперчу, пусть она постоит полчаса. Теперь берем наш жар весь и разгребаем полностью в стороны. Теперь бросаем на дно эти листья. Вот так вот. И выкладываем просто вот так вот на эти листья. Вот она, наша рыба. Теперь сверху точно так же даем слой этих ивовых листьев. Так, достаточно. И загребаем. Но загребать нечем, поэтому я небольшой огонек разведу сверху. Принял решение остаться здесь на целый день. Это решение я, скорее всего, принял подсознательно еще вчера. Потому что никуда не спешил с утра. Ну, как обычно, да, вот все нужно вставать, там, готовить завтрак. И сейчас, находясь здесь, я понимаю, что жить нужно только здесь и сейчас, в моменте. И я о себе. Нельзя и не нужно строить никаких планов, потому что потом эти планы приходится проживать тому другому, потому что человек меняется постоянно. И принял план вчерашний я, а живет по ним следующий, который уже стал иным. Не важно, мудрее, глупее, но иным, а проживает то, что принял тот вчерашний я. Вот сегодня, здесь и сейчас. Мне нравится это место шикарное. Я специально отхожу сейчас в сторону, чтобы показать обзор, как это выглядит. Вот здесь у меня шикарная заводь такая. И меня здесь не сносит, и воды, ну, практически по пояс. А вот здесь уже течение чувствуется. Так, что мы видим там? На горизонте у нас высокие берега Днестра. И туда я отправлюсь завтра. Напротив вот здесь поле чье-то. Там одна дорога есть, но по ней я видел только вчера трактор и какую-то машину. Собственно, здесь меня не беспокоит. И вот как выглядит
Днестр с этой стороны. Он разделился на две части. Это один рукав, там второй. И 3 острова. Вот здесь хорошо видно. Вот он, первый остров, там протока. Второй остров, вот она протока. И мой третий. На тех островах, может быть, тоже есть такие пляжи. С этой стороны мне их не видно. Но я зарулил в последнюю протоку и обнаружил вот такую шикарную стоянку. Так она выглядит с воды. Согласитесь, камушки эти гладкие, облизанные водой, галька эта шикарная. Такой себе островок. Там все поросшее, он небольшой, я думаю, метров 150. Шириной метров, может быть, 60. Полно дров, просто масса дров. И коли я остаюсь, то нужно будет хорошенько заготовить дрова сегодня, чтобы не бегать. Сейчас мне уже не хватает, и я на то, чтобы рыбу запечь в костре, уже искал. Вот так это все красиво выглядит. Шикарнейшее место. Ни души. Вот как можно на Днестре найти место, где не будет ни души за целый день. Нужно пройти весь Днестр и отметить эти места для себя. Это место я точно запомню и когда-нибудь еще, думаю, вернусь сюда. Посмотрим, что у нас здесь в духовке-то делается. Вот она, рыбина. Ага, там еще горячо снизу, кстати. Вот она, красавица. И вот так это все выглядит. Класс. Все готово. Слушайте, с рыбой вообще можно путешествовать бесконечно. Расходы будут практически нулевые. Нужно покупать время от времени приправу, соль и хлеб. Все. И овощи. Огурцы, помидоры. Это божественно, просто. Оно на вид красиво. Оно вкусно. И оно вдвойне приятней, когда это все полностью сделал сам. Сам поймал эту рыбу. Сам ее приготовил. В этом есть что-то такое первобытное. Все, я заканчиваю сейчас эту рыбу. И надо заготавливать дрова. Это лучковое полотно. Длина 53 сантиметра. Нам нужна ветка где-то 80-100 сантиметров длиной. Она выгибается. И как делаются крепления, я покажу. Я уже ветку присмотрел здесь недалеко, даже гнуть ее практически не придется. Вес полотна всего 40 грамм. Спрятать можно как в котелок согнуть, но я не сгибал. Так мне почему-то жалко ее так сгибать. У меня котелок литровый. Но в рюкзаке у меня там, где каркас вставляется, она очень четко вместе с металлической пластиной прячется. Все, делаем эту пилу, заготавливаем дрова, показываю, как работает эффективно. Вот я присмотрел здесь иву. Здесь уже есть изгиб. Вот он, лучок, да, это как лук. И, собственно, вот так будет выглядеть наша пила. Отрежу я в этом месте и, соответственно, чуть-чуть дальше, вот здесь. Работаю я, то есть не нужен даже нож, практически я буду резать самой пилой. Единственное, работать нужно в перчатках, чтобы не пораниться. Теперь смотрите, что дальше. Вот у нас изгиб, поворачиваем, и вдоль изгиба нужно сделать, расколоть древесину, для того, чтобы туда потом завести нашу пилу. Не обращай внимания на нож, я его сломал буквально 7 дней назад. По ножу, по обушку бьем каким-то деревянным бруском, деревянной палкой. То же самое делаем с обратной стороны, с противоположной точнее. Дальше, когда мы раскололи, вот видно, есть у нас, да, нужно с внешней стороны, вот изгиб, с внешней стороны
сделать засечку, куда будет становиться стопор нашей пилы. Еще нам нужны такие две веточки небольшие, для того, чтобы зафиксировать наше полотно в отверстие, которое есть в полотне. Теперь берем, вставляем в один из этих разрезов, которые я делал, наше полотно и фиксируем вот этой палочкой поперек. Дальше приготовили вторую и не спеша все, изгибаем, поставили, полотно готово. Смотрите, оно очень толстое, здесь ветка практически сломалась, но на работу никак не влияет. Даже такой брак, как у меня получился, годится в работу. Сейчас покажу ее эффективность. Это все сухая древесина, произвольно, да? Хочу отметить, что полотно уже не свежее, я уже им ходил в походы не раз. Ну и вот, собственно, сама древесина. Диаметр здесь 7 на 6 где-то. Здесь 4 сантиметра. Вот таким образом можно облегчить себе рюкзак в Карпатах. Я это прочувствовал зимой, когда все тяжелое, спальник, палатка и так далее. И брать топор, который весит от 500 грамм и больше. Полотно весит всего лишь 40 грамм. Его незаметно абсолютно в рюкзаке. И 40 грамм не чувствуется. Зато очень эффективно можно заготовить дрова. Довольно, кстати, получилась хорошая уха. Не ожидал, без овощей, одна рыба. Но судак очень наваристый, я выяснил. Это, по-моему, у меня был судак. Ну вот, я сейчас другое заметил. С этой точки видно, какое небо. Вот прямо над Днестром, его верхней частью. Да тут хоть лево-право дождь выпадет, все в Днестр попадает. И вот как-то это меня смущает. Если там мощные дожди пройдут, уровень может подняться в считанные часы. Хоть бы не было дождя. Вот 11 вечера и слышно, как пошел дождь. В такие минуты в палатке чувствуете себя как в замке, защищенным. Да, все-таки натянуло. Я надеюсь, он не будет таким мощным, чтобы поднять на метр уровень Днестра. Ну, наверное, на сегодня это последняя запись, поэтому спокойной ночи, до завтра. Доброе утро. Сегодня 16-й день моего путешествия. И здесь вчера были свои новые мыши. Уже потемнело, часов было, наверное, 10:30. Вдруг сзади, вон там между палаткой и лодкой, кто-то ломится. Конкретно человек, шаги такие. Типа как спешно идет или медленно бежит. Как лучше. В общем, я реально напрягся. Ничего, лежу дальше, напрягаюсь. Делаю все, что могу, активно. И человек в кавычках остановился. Ну, думаю, рыбак, наверное, тут шел на рыбалку, не ожидал стоянку увидеть. Потом рыбак перепрыгивает через лодку и нырнул в воду. Думаю, странные рыбаки.
купаются среди ночи. И потом я догадывался, что это какое-то животное, только было неясно. А потом понял, что это бобры, скорее всего. Это их место, это их остров. Я случайно вчера вышел, здесь снял бобра, просто гуляю. Чего, вышел, побер. И дождь начался сильный. И такой движ этих бобров, я не знаю, их может быть немного было, 2-3. Но мне казалось их штук 7. Там бегали, там. В воде плещутся с двух сторон. Причем так интересно, иногда будто подходили не спеша к палатке, а потом ее разнюхивали и резко убегали, потому что тихо, а потом резко от меня, от палатки в сторону. Это, конечно, было весело. Все прикатилось к 12. Вот. Ну, я твердо уверовал, что бобры, и заснул. За собой оставляю полный порядок. Даже хотел порушить костер, разбросать камни, чтобы оставить даже как было до меня. Но потом подумал, зачем? Наверняка летом здесь остров все-таки не затопится, и вдруг кому-то место понравится. Готовое костровище, дрова. И место под палатку я там выровнял. Костер я залил водой. Мусора нету. Все прибрал. Спасибо этому месту. Было здорово. Но я тут малюха залит. Только-только появился нормальный интернет, и я решил запостить информацию там, где я нахожусь. А в комментариях просил помочь, что есть на маршруте интересного у ребят. Так вот, посоветовали напротив села Грошова по правой стороне пещера какая-то уникальная, Баламутовская. И я ее проскочил на 1 километр. О, ужас! А ветер попутный, то есть сейчас выгребать против течения и против ветра придется. Решил вернуться, давненько не было никаких знаменательных мест и достопримечательностей. Так, ну я вернулся. На километр обратно, там рыбаки, но за вербой меня не видно. И, конечно, они меня видели, пока я греб. А я нашел вот такую гавань. Верба закрывает меня, что я здесь делаю, непонятно. Никакого доступа здесь рыбацкого нету, значит, никто не подойдет с берега. И по воде никто не ходит. Забираю все ценное с собой, даже солнечную панель про запас, весло спрячу. Правда, багнюка вот это опять. Болото сейчас по колено я влипну, ноги будут страшные. Наверное, бутылку сейчас наберу воды, чтобы там на берегу их помыть. Вон мой каяк. Вот он берег. Там село напротив. Постараюсь максимально быстро слетать, чтобы вырваться отсюда. Такие заросли. Просто даже не знаю, что сказать. Вот это выход. Такого выхода еще поискать. Время 12:30. Я вырвался из джунглей и постараюсь со всем, с фото-видеосъемкой и дорогой туда-обратно потратить не больше 1,5 часа. Дорога, по-моему, ведет все время вдоль речки. Мне бы налево. С дороги мне пришлось, к сожалению, свернуть, потому что она уходила дальше вправо, а мне туда наверх. Это точно тропинка, она вытоптана. Вот ее и буду держаться. Посмотрите, какой замечательный вид открывается. Сейчас логично снять себя и показать вам на видео, что делается у меня за спиной. На обратном пути логично будет мне взять в руки фотокамеру и, двигаясь навстречу этой красоте, фиксировать ее. Так что практически вы сейчас первыми будете. Я только лишь раз взглянул в Днестр с такой высоты. Я до сих пор еще не видел. Классно, что пошел. Вид здесь, конечно, чумовой. Ай, класс. А еще непередаваемый запах цветы луговые, полевые. Будто бы в Карпатах. Хоть и рви все подряд на чай. Фу, друзья, ну свезло так свезло. Это здесь сад огромный. Яблони, груши, орехи, но нужно идти позже, в августе, чтобы это все застать и попробовать хотя бы. Ну вот, что я нашел. Дикие вишни. Они уже спелые. На обратном пути отведу душу. Посмотрите, что делается. Надеюсь, вам видно. Вся вишня в ягодах. Здесь то же самое. В общем, зашел в село. В первом же дому спросил
куда мне идти, а у меня карта твердит, что дальше идти, в село куда-то. Там, скорее всего, знак стоит просто, что тут пещеры. Жіночка зорієнтувала, я его прошел. Вот знак стоял, столб там вроде бы. Сориентировала, что я вернулся за орехами налево, но я знаю куда. Попросил продать молока 1,5, а не 2 литра так далее. Щедра у нас земля на добрых людей. Благодарю эту женщину, даже имя не спросил. А вот они, вишни. Наша песня хороша, начиная сначала. Какими дебрями лажу. Матерь Божья. Хоть бы я тут не проводился. Ни в какую пещеру. А то прям сразу попаду в актовый зал пещеры. Вообще не понимаю, где она, честно. Жіночка направила. Гарно їй дякую. Но я ни хрена не понял. Лажу по таким зарослям. Дороги никакой нету, ничего нету. Мне кажется, эту пещеру никто не посещает. Честно. Вон там вижу знак какой-то. Она сказала ориентироваться на знак. Блин, травы по пояс. Фу, выматывает страшно. Цветы это хорошо, но только посидеть их понюхать. Я прыг к тому знаку, до него 100 метров, но это очень сложно. 100 метров. Еще молоко добавилось. Сам себя пригрузил. Даже телефон не могу выдержать. Ладно, все, выключу. Нету сил, хоть и вид хороший. Вон там Днестр внизу. Сказал ориентироваться на знак. Ну вот. Я сориентировался. Так, Українська Радянська Соціалістична Республіка. Пам'ятник. Не видно, чего табличку оторвали. Охороняється державою. Пошкодження карається. Да. А що охороняється? Слава интернету. Обманула меня женщина. Жестоко обманула. Даже не хочу верить в то, что она ошиблась. Пришел я к этому камню. Ни черта здесь не нашел. Включил интернет. Google карты показали, что... Ну, я дурак тоже. Мне список дали. И по списку нужно было ввести координаты и не выделываться. Вот. А я в Осман картах увидел. Точки здесь были. Что пещеры там-то. В общем, затупил сам. Но женщина обманула жестоко меня. Хоть и молоко дала. Это ей никак не смещает. Загнать туриста в эти дебри. Я понимаю, красиво, конечно. Я сейчас пофоткаю. Но, блин, у меня лодка там. Сил нет на исходе тут по горам лазить. Нужно снова туда, к ее двору. И по дороге. Я был на верном пути изначально. А она меня развернула. Так что бывает и такое. Ладно, вот вам бонус. Вот шикарные виды. Вот там на повороте мой каяк стоит где-то в кустах. До него по прямой только километр или 1,5, блин. Вот это село напротив, оно очень сильно славится тем, что стоит, видно, под южным склоном. И там все в теплицах, все село в теплицах. Огурцы, помидоры, они на этом, видимо, живут. Все, возвращаюсь обратно к этой женщине, передам ей привет. Да, молока надо отпить хотя бы, чтобы легче было идти. Блин. Наверное, если бы я снимал все дебри, по которых я лажу, у меня бы закончилось уже место на карточках. Кошмар. Какой я сделал крюк только. Це Іван, і каже, що 55 років вже тут живе, але не заходив всередину печери, то так? Ну, всередину не заходив, біля неї біг. Ясно, ясно. Я ось здивований, я приперся і знову виходить, що я не туди прийшов. Придеться повертатись. Не назад, там ж просто-напросто. Ага. А розкажіть трошки ще про село, що тут цікаво ще є таке? Старе село? Ну, є у нас панська, типу як скала.
і чо панська називається. Панів зганяли і скидали їх з тої скали. І назва пішла Панська скала. Там приляги, йолки-палки. Ну, вижити там невозможно було. Ну, вижити можна було, але ж каліцтво було. А де знаходиться вона? Там десь? Там же рядом. Ото ж там, де, ага. Та, але то май далі. Далі трохи, ясно. Є керниця по цій вулиці, називається Турецька. Що Турецька? Казали, що колись там турки золото сховали. За Радянського Союзу були такі добровольці, які туди спускались. Ну, вже там гиби завалена. Ніхто не чув, щоб вони там знайшли золото. А якщо знайшли, то ніхто не скаже. Ну да, це точно, логично. Добре, дякую, піду пішли шукати. Кошмар, вот это я наплутал. Шел на апостола, спросил семью, тоже развернули обратно. Уже в последней хате, думаю, дай спрошу. Тоже развернули обратно. Ну, быть такого не может, внутри человека. Оставлю видео, как я наговорил на женщину, да. Вот такой это нехороший. Блин, ну... Знакомые по ФБ бросили координаты. Google карта. Твердит то же самое. Пещера там. Я ничего не понимаю. Как? Здесь что-то не то, честно. Либо здесь несколько пещер. Тут понимаете, в чем дело? Вот он говорит, вот я там за 55 лет ни разу не был. Может, он и той не был ни разу. Куда мне карта ведет. Короче, мне уже желание всякое пропало. Пещеры искать, честно. Я не знаю, что делать. Может идти к лодке, но нафиг. Может это было просто поход за молоком. Честно. Может не все нужно смотреть, что мне бросают. Тоже честно. Потому что я так никогда и до Молдовы не дойду. Вон, мне влево карта твердит, а меня возвращают вправо. Делаю из двух зол меньше. Большее зло это идти дальше в глубину села, туда еще 1,5 километра. И в итоге вечер настанет. Меньшее зло это вернуться в эту сторону, я все равно возвращаюсь. В сторону лодки. И еще раз сделать крюк к этому столбу. Или ну нафиг вообще, блин, там говорит, заросло. Короче, у меня сейчас такая мысль идти просто к лодке. Молока взял литр, выгулялся, все, не хочу ничего, честно. Честно. Не знаю, сейчас подумаю, что делать. Честно говоря, я очень жалею, что я подписался на это. Я так устал. Я не знаю, где пещера. И даже если она там, ну, бля, тут так все поросло травой. Тут может кусить гадюка в любой момент. Меня может прибить там камнем. Никто меня не найдет в ближайших 10 лет. Потому что эту пещеру никто, кроме меня, дурака, не посещает. Она никому не нужна, при всей ее уникальности. Вот. Уж простите, от этюд моего настроения очень лихо упал. Я 2 часа здесь, как придурок, лажу. Да, смотреть это будет весело, знаю. Чем больше жопу в походе, тем веселее смотреть. Ну, бля, это трэш трэшовый лазит здесь. Я хочу домой. Кошмар. Как же я лоханулся. Будет мне наука. Все. Никаких в задницу пещер. Только с воды. Все, что вижу, один раз свезло мне с Джурлинским водопадом. И все. Все остальное полная лажа. Ну не все. Не нужно обесценивать, конечно. Фу, бляха-муха. Если бы вы знали, как я убился в хламину, в хламище, в хламантьента, в хламанису. Я убился в край. Это же надо, на ровном месте. Я прогрелся сегодня 500 метров. На часах обед, а я убитый в хламину. Бля.
хоть чуть-чуть профит есть. Молока бесплатно дали. Я понял, скрытый намек молока. Вселенная такая. Да ну нафиг, ребята, жальтесь. Шепнула хозяйка. Не берите с этого дурака деньги за молоко. Он его отработает. Я здесь столько дорожек. Бля, у меня истерика. Я здесь столько дорожек натоптал. Это же везде. Люди спокойно веков не ходили. Где выход? Верните меня домой. Я хочу на дорожку. Боже мой. Что творится? Куда меня занесло? Так проходит мой 16-й день байдарочного сплава. Черт, и в гору подниматься. Это какой-то трэш. Дайте мне сил добраться до лодки. Я просто посижу там возле нее. Фух. Если вы внимательно посмотрите видео перед этим, я уже сюда проходил. Это какой-то трэш. Я здесь проходил. Кошмар. Я вышел на дорогу, первые мысли в голове: все, прочь отсюда. И вот иногда думаю, зачем происходят такие вещи? Наверное, все же я позитивный человек. И я так себе объясняю. Видимо, там где-то впереди. Каким-то волшебным образом, потому что мы же все взаимодействуем, а там происходит своим взаимодействием, складывается так обстоятельства, которые плохо бы повлияло на меня. А так как я не самый плохой человек, то иногда пространство таким образом старается задержать человека, дабы там произошли те события, но никак нельзя их подвинуть. Знаете, график как бывает на работе. Ну и короче так, давайте его там по пещерам погоняем. Сколько нам нужно там? Ну 1,5-2 часа. Да не вопрос, пещера Маломутовская. В 2 часа не уложится. И короче человек начинает петлять там туда-сюда, ему вишни, молоко, на, ешь, пей там. Только бы время тянуть. Вот это я так позитивно объясняю. Все, начинаются хорошие виды. Я планировал на обратном пути это все фотографировать. Так что камеру в сторону. И займусь хотя бы фотографией. Все, вернулся. 2 часа потратил, начало 3 на часах. Прошел за сегодня 500 километров. Зашибись. По ФБ сейчас спросил эту барышню, которая посоветовала под этим знаком пещера. Она тоже подтвердила, сказала под этим. Ой, знал бы я раньше, я спросил, но в принципе я такой делаю вывод, что все равно бы я не спускался. Там такой лютый трэш, туда никто не ходил никогда. Серьезно, ощущение такое, что туда никто никогда не ходил. Точка. Потому что если в этом году ни один человек туда не ходил, там заросло так. Посудите сами, местные здесь живут. Мужик, ему 55 лет живет в этом селе, был там один раз, и то сверху, в пещеру не заходил. Пацаном только видел когда-то, и все. О чем говорить? Местные не ходят, и знакомых не водят, кто приезжает. А я приперся Черникова сюда. Все. Сори, на кого-то наговорил, что-то не туда не направили. Google показывает в другом месте, барышня наказала. Я не знаю, где сбой. Короче, меня это так запутало. Я вот это побегал. Я устал и расстроился. Это состояние выглядит вот так. Аллилуйя, на воде. Наконец-то я погребу. Маналы эти, курорты. Я просто хочу грести. Поехали дальше, ну нафиг. Все, больше сказать нечего. В общем, потерял я преимущество утреннего попутного ветра. И теперь наяриваю против ветра. Думаю о том, что основная проблема на самом деле это даже не столько тот мусор,
которые бросают люди в реку, а то, что засажены поля под самую реку. Вот река, вот я вышел буквально здесь метров, 30. И вот смотрите, я поднимаюсь еще на 5 метров. Что мы видим? Поля. Чем-то все засажено, какие-то ящики. А вот поля, поля, поля. Там что-то в поле люди убирают. Какую-то культуру. Это система полива. Часто я их вижу вдоль реки. Вот такие трубы. Они идут в реку, забирают там воду. В частных хозяйствах тоже их видел. Так вот я к тому, что после дождей все удобрения в этой крышке химические, конечно же, в реку попадают. И, наверное, это ключевая проблема. Помимо того, что может случиться какая-то авария на заводе, то еще под самый берег поля. А ведь это не самая высокая вода. Я думаю, что уровень плюс 3 метра, это вот та кромочка, на которой я первый раз снимал и еще 5 метров прошел. То есть в реку попадает вот все эти удобрения. Вот эта проблема основная на самом деле. Местер стал уже здесь очень широкий, сегодня ветрено, и ветер встречный, идти сложно. Где-то там на повороте, на левом берегу, есть очень вкусная вода, которую при Союзе даже паковали, продавали. Вот мне интересно попробовать ее. Если вон там воды нет, все, ну нафиг, вижу дальше. Я без этих планов, без каких-то рекомендаций находил, все красиво по фэншую, была полная мистерия. Связался с планами, началась полная, да, жопа. Ну хоть что-то. Вот эта вода. Набираю полные трюмы. Вода вкусная, действительно. Вот такие интересные отвесные стены. И формы выпадения и вымывания иногда похожи на искусственные. Но ясно, что это не так. Но такие красивые эти формы очень мне нравятся. Я их фотографирую уже день так 7-й, наверное, к ряду. Как только появились эти скалы, как сыпуха какая-то. Встречал эти плоские такие образования, они очень острые, но крошатся очень нежные такие, чуть тронешь и рассыпаются. Красивые стены, однозначно. Это хорошо, что я сюда забрел. Я нахожусь перед селом Днестрово, мне здесь посоветовали стоянку хорошую на карте. Блин, у меня такое чувство, что все, что я делал до этого самостоятельно, в импровизации, было просто фантастично и феерично. Начал действовать по планам. В общем, вон, ровно напротив этой стоянки, там, если видно, 2 пятна, это 2 машины. Или одна белая точно. И там дискотека. Количеством неудач сегодня. Честно. Дурацкую пещеру искал 2 часа. Теперь вот еще сориентировался на поляну. Это трэш какой-то. Во-первых, никакой поляны нету, остров закончился. И если это поляна, так она мне не подходит, потому что 200 метров нужно нести лодку на поляну. Это коровья тропа. Все. Вопрос закрываю вообще категорично. Никаких подсказок, никаких советов. Все в топку, честно. Блин, вот реально, я иду, по ощущениям смотрю, никого нету, тихо, там так было хорошо выше. Теперь у меня впереди 2 села, которые нужно смотреть. Ну, реально, там экскурсии и прочая ерунда полазить. Я их не посмотрю, потому что мне их нужно проскочить сейчас, там негде спать.
Если свезет найти, ну я не знаю, это зона отдыха, тут рыбаки, трэш полный. Это какая-то задница сегодня. День невезения, я так его назову. Ну, лучше места не нашел. По крайней мере, здесь есть даже дрова, костровое место. Оно как проходное, типа. Но судя по тому, что трава не примята и дров полно, здесь никто не ездил уже 100 лет. Ну и по соседству никого, только через дорогу все шумят. Дальше точно идти нельзя, иначе влипну. Единственная проблема, до лодки далеко. Ну и болото. Вот это я место нашел. Что за день? Я назову это день полная жопа. Мало того, что потерял с пещеры 2 часа. Устал, ничего не нашел. Стоянка там говно, еще нашел хуже. По рекомендации. Ладно, это пофиг. Час назад, там 2 часа назад играл на гармошке, язычок сломался. Потому что я не дул сильно, легонько как хлом, гармошка не работает. Сейчас ставлю палатку, как обычно натягиваю крайние растяжки. Решил поправить дугу. Ну, короче, вот так это все выглядит. Дуга сломалась. Ой, блин, как же мне не везет сегодня. Хочу фокус навести. Ну вот видите, здесь ничего нету. И здесь ничего нету. А должно быть вот такая вставочка должна быть алюминиевая. Пиздец, простите меня за выражение. Ой, бля. Где я так согрешил, а? Хорошо, трубка есть. Это вставлю сейчас трубку. Но что-то пошло не так. И так интересно, что все в один день. Как такое может быть, а? Одно к одному. Сижу вот думаю, где я мог так согрешить? Когда? Я 2 недели в дороге. За все мои грехи можно было меня наказать уже в первые 5 дней. 2 часа излазить в пещеру не найти. Стоянку выбрал. И сегодня самая худшая стоянка за все 15 дней. Там были лучшие, если бы я не знал о рекомендациях. Она там может быть, я не знаю, там еще было поляна, там рыбаки тусят, с удочками бросают, спиннинг. Поэтому я не стал, там полегче было, но все равно, короче, там напротив вот этот движ с микроавтобусом, музыка орет, дети там 15 человек бегают. Гармошка сломалась, язычок сломался, а здесь трубка алюминиевая сломалась. Вот какая сила и энергия ходит одним днем. Я даже уверен, что это еще не все. Еще же не вечер, еще ж только 8:30. Должно что-то еще сломаться. Надо подумать, что я могу еще испортить сегодня. Так, весло очень важно. Прикасаться не буду, оставлю там лежить. Лодку боюсь трогать, на ней домой еще идти. Бля, сиди не сиди, палатку делать надо. Что такое не везет и как с этим быть? Ладно, разбирать палатку надо по новой. Все колышки вытаскивать. Это какая-то задница. Как говорится, раз в годы палка стреляет. Это ж хорошо, что я эту трубку запасную таскаю с собой все 4 или 5 лет. Хотя ее можно было выложить. Такая стойка классная. И ведь, блин, не нажимал. Не ветер ураганный. Просто решил поправить, вот здесь оттянуть. Значит, пришло время, осталось металла. Сейчас какую-то кашу изготовлю. Кипятка сделаю, и там мне быстро заварная каша, геркулес, это овсянка. Заподяжу ее чаю и спать, ну нафиг. Что-то день не задался, лучше поменьше что-то делать мне. Минимум движения и заснуть и быстренько его закончить день.
Все, всем спокойной ночи. До завтра.